Мои таблетки не отдает, которые я пил от инсульта. А мне носки даже мои не отдает. Что, разлюбила или что? Да, так больной, зачем мне нужен? Дом Не остался знаю, ей, да. квартира тоже ей. Квартиру он на меня никакую не записывал. Чей дом? Наш с мамой. А она возвела дом, находясь в браке? Да. А почему там нет его доли? Он избил маму. Руки выкручивал, когда я спала за маму. Он проник на территорию, предложил сексуальную близость, схватил меня за шею. Надо уважать отца. Мой отец не уважал меня и мою маму. Как ты бьешь, как ты выкручиваешь руки. И что, он должен лишиться всего, что у него Ну было? вот так что ли? бывает, что алкоголики отравляют жизнь всем вокруг и в итоге оказываются на помойке. Папа плохой только для вас? Ну, давайте спросим у Вовы. Это кто? Старший брат Да. от первого брака, От да? первого брака. Теперь можно Вову звать. Добрый день. Хотя у кого-то он недобрый. Потому что мужчина после развода стал тяжело больным и бездомным. Настолько был плохой брак. Народ же говорит, что хорошую вещь браком не назовут. Сегодня в нашей студии Павел Логинов. Павел, здравствуйте. Что у вас случилось? Ну, был дом, была квартира. Дом строил сам. На деньги, которые мне остались от отца. Я понимаю, что вам тяжело говорить, да? Вы... Что случилось? У меня был инсульт. Вы после инсульта. Да. Понимаю, рассказывать тяжело. Проще отвечать на вопросы «да», «нет». Хорошо. Вы были в браке, Да. развелись. Да. Давно? В 17 году. В 17-м году. И я так понимаю, что в браке вы нажили какое-то совместное имущество. Дом и квартиру. Да. И после развода вам ничего не осталось. Нет, ничего. Хотя вы этот дом строили Да. своими руками. Нет, нанимал. Ну, за деньги за свои Конечно, тогда, да? да. Мне эти деньги остались от родителей. А что за имущество вообще было у вас вот до брака? Дом в Звенигоре. Село Козино. Это был дом вашего отца. Да, вот фотография. Так, а что с этим домом произошло? Его продали? Мы продали его. И вот на эти деньги строили дом уже в браке. Да. Так, понятно. А квартира чья? Квартира папина и мамина. Ну, То есть у ваших родителей была квартира. да, трехкомнатная. Вы ее тоже Купили продали? его, да. На то, что продали, купили квартиру на Чертаново. На Сейчас улице Янгеля. Так, сейчас эта квартира в Чертаново кому принадлежит? Наталья. Это ваша бывшая жена? Да. Скажите мне, пожалуйста, а как вас такая-то беда постигла, инсульта? Как это случилось? Это после развода? Да, после развода. Ну, сначала попал в аварию В каком году? 1 декабря, 2 года назад. А как попали в аварию? Что случилось? Кто за рулем был? Я за рулем стоял, был гололед сильный. Стоял на дороге неосвещенный прицеп от грузовика. Просто И вы в него въехали. я в него въехал, да. И инсульт после этого случился? После того, как я вышел из больницы, после аварии. Скажите мне, пожалуйста, Павел, у вас был брачный договор? Да. А вы его подписали когда? Уже будучи в браке или до брака? Будущее. Будучи в браке. Да. А что вас заставило подписать брачный договор, по которому все ваши активы отходят жене? После развода. Я подписал, потому что она говорит, я юрист, я знаю, что я делаю. Ты не понимаешь ничего. Подождите, но вы же понимали, что если, не дай бог, вы разведетесь, это достанется ей. Или вы на тот момент даже не могли себе представить, что вы представить. разведетесь? Да. А, да. понятно. То есть у вас настолько был крепкий брак, Да. что вы не представляли, что когда-нибудь сможете разойтись? Я даже не мог представить, что он такое сделает. Даже А сколько вы страшно прожили-то мне. вместе? с 2003 года. То есть вы с 2003 года прожили и в 17-м развелись?
Да, 14 лет вместе. да, Инициатором развода кто был? она. А почему? Она объяснила? Может, у нее кто-то появился или что? Я спрашивал, она говорит, нет никого. А зачем она тогда решила с вами развестись? Что, разлюбила или что? Да, ты говорит, больной, зачем мне нужен? Ну вы же на тот момент еще были не с инсультом, ничего. В 17-м году-то вы еще здоровым были. Дело в том, что когда я купил квартиру тогда на Янгеле, нужно было ее ремонтировать. Наталья мне говорит, возьмем кредит и отремонтируем ее. И при этом... Ну, я взял кредит, мы ее отремонтировали. Чтобы потерять концы все, чтобы с себя снять кредит, надо теперь развестись. Ну, я брачный договор себе подписал, надо теперь развестись. А, то есть изначально вы как бы разводились фиктивно. Да, да. Но продолжали жить вместе. да, А, понятно. То есть развелись в 17-м году, продолжали жить вместе. А когда она вас выгнала-то, в каком году? Выгнал вот в ноябре. В ноябре этого года? Да. Из дома? Да, Вы сейчас где живете? у товарища живу. Вы нам показали, как вы живете. Давайте посмотрим. Жена выгнала меня из дома месяц назад. Сказала, ты мне больше такой не нужен. У меня муж. Вы вынуждены проживать у товарища своего друга. Так идти им больше некуда. Раньше у меня был большой, огромный, благоустроенный дом. Вот он сгорел, осталась нетронутая. А вот эта комната, места немного, но Павла в беде я оставить не мог. Сейчас вот живем здесь вместе, ну, в тесноте, да не в обиде. Так. Девушка, Да. и тяжело говорить, тяжело глотать. Мои таблетки не отдают, которые я пил от инсульта. А мне носки даже мои не отдает. Вот все, что у меня есть. Куртка, ботинки, рюкзак. Все, что есть. Ничего не отдала. Ничего. На этом диване сплю. Сергей на полу спит около печки. Я беру вот эту спинку и кладу к печке поближе. Конечно, когда я жил один, мне было попросторнее. Тут, Павлу ему тоже как-то крыша над головой нужна. Я бы хотел вернуть свою квартиру. Вернуть все то, что мне принадлежало. Мое было, мое. Слушайте, квартира в Чертаново, понятно, вы сами ее отписали, да. А дом-то как ей достался? Почему не разделили после развода? А, так это же был фиктивный развод. Какая разница? Ну, так никто же не подает на раздел имущества. А 3 года прошло, уже все. Так она и ждала этот момент, как 3 года пройдет. Понял? Она... То есть она вам придумала, что надо развестись из-за кредита, чтобы Да. от него избавиться. Вы в это поверили. Дальше продолжали с ней жить. Все было нормально. А когда срок годности истек, Да. дом Именно остался так, ей, да. вы ни с чем, квартира тоже ей, а вы, Именно так, да. простите меня, человек без определенного места Да, жительства. всё верно. И живете сейчас в этих чудовищных условиях. Скажите мне, пожалуйста, это правда, что после того, как вы развелись, она дом переписала на маму свою? Она переписала, я так понял, вообще месяц назад. А вы после того, как вот все уже случилось у вас, да, в какие-то разговоры с ней вступали? Вступал, говорил, И что? Наталья, давай начнем все заново, давай жить нормально. А, то есть вы хотели даже отношения с ней восстановить? Конечно, конечно хотел. А она что? Ну, не нужен. Разумеется, мы до программы с ней говорили, давайте послушаем. Меньше 20 лет я здесь проживаю. Мой бывший супруг не принимал участия абсолютно никакого ни в строительстве дома, ни в благоустройстве участка. Мама была финансовым
строителем, поэтому, естественно, что собственность была оформлена на нее. Павел не имеет юридического отношения к этому дому никакого. Финансово Павел вкладывался исключительно в свои мужские игрушки, как то автомобили, квадроциклы, снегоходы. Во время брака в едином лице не приобретал никаких квартир. Квартиру он на меня никакую не записывал. У меня есть квартира, которую я получила в наследство от отца, и у меня есть квартира, в которой я со своими родителями участвовала как совместный собственник в приватизации, будучи несовершеннолетним ребенком. Иных квартир у меня нет. Когда мне стало известно, что Павел Александрович многократно кредитуется как и у физических, и у юридических лиц, моей семьей было принято решение о том, что долговые обязательства и весь имущественный комплекс должен быть разделен и юридически оформлен путем заключения брачного договора. Претензий он не имел, однако активные действия начались буквально недавно. В течение месяца Павел сильно агрессирует, заявляет требования необоснованные, чтобы его прописали, чтобы ему дали деньги. Я считаю, что Павел Александрович попал под влияние каких-то людей, которые сейчас пытаются путем вымогательства получать денежные средства. Думаю, претензии в этом состоят. А у вас были Вы брали- кредиты, долги какие-то? У меня был кредит, вот это, что я брал на ремонт квартиры. А какая там сумма была? 850 тысяч. А кто отдавал этот кредит? Вы? Но мы не отдали так до сих пор. Я не отдал. То есть кредит не погашен? Нет. И он на вас? Да. Скажите, а у вас дети есть совместные? Дочь. Дочь. Да, Лиза. Сколько ей лет? 20. А она как относится к тому, что вот сейчас происходит? Надо на маминой стороне. На маминой стороне? Да. Лиза к нам приехала, давайте спросим у нее, что там такое происходит в семье-то. Лиза, идите к нам, пожалуйста. Инсульта таблетки, пап! От инсульта? Чё Ты что пришел и Ты что врешь? глупая? Кто Ты врет? что пришел и врешь сюда? Вы эти таблетки зачем принесли в студию? Чтобы доказать, что? Он просил ему передать таблетки. Ты так передаешь? Подождите, я хочу понять, какие конкретно у вас претензии к этим таблеткам. Что у папы инсульт из-за этого. У папы же инсульт? Я не знаю, я документов о том, что инсульт не видела. Подождите, Это но его заявление. он сказал, что после ДТП он лежал в больнице, и когда выписался из больницы, у него случился инсульт. Я видела постановление из больницы только о том, что когда он попал в ДТП, он был в алкогольном опьянении. Об Ага. инсульте там речи не шло. Вы за рулем были пьяны, когда попали в ДТП. Видите, есть документы, которые это подтверждают. 0,42 промилле? Да. Ну, так, прям скажем. Ну, прям скажем, выпили Ну, то есть не сильно. кружка пива, нет? Не кружка пива. Мы были в бане. Я выпил пиво. А с кем вы были в бане? С Натальей. С женой? Да. А почему вы за руль-то сели? Потому что решили еще пиво взять. Вы поехали за пивом? Да. Ага, понятно. Я хочу понять, у вас почему к этим таблеткам такие претензии? Потому что оставил он их путем, когда он проник в дом, то есть последние события, то, что Чей он дом? говорит, наш с мамой. А Он, как он принадлежит моей бабушке. Давайте так. Как этот дом стал ваш с мамой и принадлежит вашей бабушке? Как? Моя мама приобрела в 2006 году земельный участок, на котором построила и возвела дом. Она возвела дом, находясь в браке? Да. А почему там нет его доли? Потому что существенно финансово вкладывались мамины родители, дедушка и бабушка. Вы не слышите меня, нет? У нас есть закон. Совместно Все нажитое нажитое имущество в браке делится пополам после развода.
Почему он остался Если об бомжом? ином не был заключен брачный договор Когда ваша мама заключила брачный договор? в 2015 году. А когда они поженились? Развелись в 17-м. Развелись в 17-м, поженились в 3-м. Вам не странно, что брачный договор заключается не перед браком, а на 15-м году браке? Так бывает. Я Хочу объясню. у вас спросить. Ничего не звонит здесь, нет? Я Так а что ты объясню. хочешь у нее спросить? Ей было в 15-м году 10 лет. Что Ну, ты ее сейчас-то спрашиваешь? ей 20. И что? Лиз, Я папа- объясню, потому что у меня Нет, есть Лиз, не, давай воспоминания. так. Какие? Какие воспоминания? Когда приезжали коллекторы, потому что папа писал расписки физическим лицам и набирал кредитов, То есть ваш папа набирал не согласовывая кредиты. с мамой. Ага. Так они развелись-то из-за этого или из-за чего? Нет, потому что папа неоднократно поднимал на маму руку и на меня. На маму руку? Да. А вы это видели? Да. В 2014 году он избил маму. В 14 году? Да. А Мама что писала произошло? заявление? Да, мама неоднократно писала заявление, и приходили письма об отказе. Он очень часто говорил, когда начиналась перепалка, ссора, о том, что я буду разговаривать только в присутствии Лизы, что она вырастет, типа у нее встанет все на свои места. И На вас он руку поднимал? он меня не бил, но руки выкручивал, когда я заступалась за маму. Ваша мама отказалась в студию приехать, но давайте посмотрим сюжет. После развода Павел не оставляет нас в покое, ломает замки и перелезает через забор. Ты чего делаешь здесь? Уходи давай, сейчас полицию вызову. Проникновение осуществлялось вот таким образом. Вот этим куском был сбит замок. Как я по-другому потом в дом она не пускала. Замки сменила. Через забор было перелезать необходимо. После того, как он проникает на территорию, Павел Александрович наносит побои мне. Правоохранительные органы не реагировали. Он разливал бензин в зале и говорил то, что он сам сгорит, сожжет дом и вместе с ним и нас. И он не скрывает, в одной из ссор он так и сказал. Слушай, ты дом свой сжечь хотел, сидел, бензин разливал. Чтобы тебе не достался. Его агрессия исходит даже на наших животных. Где твой дом? А? На место! Последний эпизод также был связан с применением насилия. Он проник на территорию, предложил сексуальную близость. Получив отказ, он схватил меня за шею, после чего нанес мне удар в затылочную часть. Я пришел к ней и зашел в разговор про квартиру. Плескает мне чай, хватает пузырек с этой жидкостью и выливает на нее. Листа пузырек даже. В руках в тот момент у меня находился моющее средство, которым я мыла плиту, и, соответственно, я кинула в него этот пузырек и убежала к соседке. Я вызвал скорую. Они осмотрели меня и сказали, ожог второй степени. Да она хочет меня убить, хочет. Устали так жить. Ваша мама отжала у вашего папы имущество. Теперь папа хочет его вернуть, но он не понимает, что не получится. Нет. Вот и все. А куда делись те деньги с продажи дома родителей? Он покупал многочисленные снегоходы, он покупал новейшие иномарки из автосалонов. А брату ты помогал? Что? Вове ты помогал? Своему сыну от первого брака? Ты помогал? Чем? Нет. Алкоголь, вещь недешевая. А за сколько вы тогда продали тот родительский дом? За 30 тысяч долларов. 300 тысяч долларов. Ну, там было на двоих. Я и моя сестра. И сколько вам досталось? 150. Просто хочется понять, куда он потратил 150 тысяч долларов. Пропил? Да, это сколько надо пить? Я отца не помню трезвым ровно нисколько. Что ты врешь-то? В детстве раннем я тебя не помню. Вообще. Почему? Что ты врешь? Но он постоянно уезжал, оправдывал то работой, то еще чем-то. Когда уже более осознанный возраст, когда я училась в школе и все, до развода это был максимум довести до школы, все. Больше контакта у меня с папой не было. Павел, скажите мне, пожалуйста, вам не кажется странным, что вы воюете за квартиры, а дочь вы потеряли?
не по своей воле, я считаю. Скажите мне, пожалуйста, почему ваша мама отказалась участвовать в нашей программе в последнюю секунду? Я объясню. У мамы больной позвоночник, и когда она нервничает, переживает, ее настигают сильные боли. Маме нельзя нервничать. Маме нельзя нервничать, Когда маме ваша нельзя мама сидеть. с нами разговаривала, не было видно, что она нервничает. Ну, мы же не знаем, как она внутри это Давайте переживает. посмотрим на экран и сделаем выводы самостоятельно. Павел не принимал в нашей жизни участия с 2015 года. Периодически появлялся дома в состоянии алкогольного опьянения, аргументируя свое присутствие здесь, что хочет общаться с ребенком. Я этому не препятствовала, однако из этого общения мы выходили с психологическими и с физическими травмами. У него были многочисленные женщины, которым он оказывал материальное содержание, и человек, страдающий алкогольной зависимостью. Помощь материальную в плане ребенка он не оказывал. Смысла подавать на него алименты не было, потому что я знала о его финансовых проблемах. Постоянно жил в состоянии кредитных зависимостей, потому что свои интересы нужно было удовлетворять, менять автомобили, менять снегоходы, квадроциклы, нужно было на что-то выпивать. Финансово не оказывал мне поддержки. Почему ваша мама отказалась показать нам дом, о котором речь идет? Потому что он принадлежит бабушке. Бабушка не дала разрешения. А когда он стал принадлежать бабушке? В году 16-м. Просто папа нам сказал, что мама переписала дом на вашу бабушку всего лишь месяц назад. Неправда это. Это неправда, да? Нет. Мгм. Ваша мама, пока ее ваш папа устраивал, жила с ним, правда ведь? А сколько так мужики До 15-го поступают? года. Использовала его так, как хотела, а потом, когда он стал неугоден и не нужен, оказалось, что всем владеет ваша бабушка. Нет, когда так поступают мужики, что ты, дура, терпела. Как только женщина, одна история на миллион, сразу, вот стервь какая, нормальная баба, я считаю, ваша мама. Нет, я не спорю, что она расчетливая или еще какая-то. Просто не вижу ничего из ряда вон выходящего в этой истории. А я Серьезно. вижу, знаешь почему? Потому что это первая история, мне кажется, вообще за все выпуски. Когда вот так произошло. Обычно приходят обездоленные женщины, у которых все отобрали, они не понимают, куда с детьми идти. Тут Вот пришла история, сейчас не мужской- мужик в бане живет теперь у какого-то друга. Ты сейчас не мужское и женское ведешь, а Барановская против, понимаешь? Нет, это, а это, со мной- это разные истории Нет. совсем. Я к вам хочу обратиться вот еще с чем. Вы же так до программы нам намекали, что ваш папа не так просто сейчас затеял все это, что есть какая-то третья сила, которая давит на него и пытается, вас выжать из вашей же квартиры, маму из дома. Кто эта третья сила? Некий Сергей. Сергей, у которого он живет сейчас в бане? Я подозреваю, что так. Давайте его позовем. Узнаем, какой у него интерес. Как-то с таблетками некрасиво получается. Все-таки надо уважать отца. Мой отец не уважал меня и мою маму. Я думаю, не что уважал это не моего так. дедушку, не уважал мою бабушку. Ну, что ты врешь? Вы можете сесть, Сергей, мы Да. хотим понять, где вы взяли Павла? Ну, вот получилось так, что я ехал в автобусе, и, просто сел рядом с пассажиром, а он такой грустный, несчастный. Я спросил его, он говорит, жить не хочется. Говорит, да ладно, что с тобой случилось? Вот. Вот так познакомились с Павлом. И, в общем-то, была задача вывести его из депрессии. Вот, основная. Там он сказал, что вот жена его, бывшая жена облила его кипятком, какой-то кислотой, что у нее нету ни жилья, нету
вещей никаких она не отдает ему, значит, ни таблеток. И, ну, в общем, жить негде. Вот я ей говорю, ну, давай ко мне. Во-первых, про никакой кипяток речи идти не может быть. У него бы до сих пор были телесные повреждения. Где показать? Во-вторых, ты первый пришел и схватил за шею. Ты знал слабое Ты место. что Ты говоришь? знал Ты слабое что говоришь? место. Ты знал тебя там не слабое было, Лиза. место. Ты знал слабое Ты место. тебя там Слушай, не мне не было. нужно рассказывать, как ты бьешь, как ты выкручиваешь руки. Это человек со справкой. Он лежал в психиатрической клинике. Я? И у него не все в порядке с головой. Скажите мне, пожалуйста, какой у него диагноз? Я с медицинскими документами его не знакома. Я могу назвать, Откуда вы где он знаете, что лежал. он лежал в клинике? Потому что меня об этом уведомляли. Он попал в больницу, Так. в реанимацию, на аппарат ИВЛ. Когда он очнулся в посталкогольном делирии, он вскочил, разломал аппарат ИВЛ, ударил медсестру, и его по внутреннему протоколу перевели в психиатрическую больницу. Теперь мы очень благополучно свернули от квартир, домов, денег в сторону того, какой папа плохой, какой он пьющий. Если он набирал кредиты, если дочка идет и 18 лет, через несколько дней пишет заявление о перемене имени, потому что меня в школе называют по его фамилии, а у меня истерики случаются. Есть такой человек, который сейчас войдет в эту студию, который вот все эти квадроциклы, снегоходы считает, что были куплены для вас, что это вы очень любили на квадроциклах Вас папа рассекать, баловал. на снегоходах, не так? Я не буду отрицать. Когда ребенок растет в семье с определенными увлечениями, Ваша это же мама не то, что- сказала, подождите. что он покупал игрушки для себя. Выясняется, Подождите. что он для вас их покупал. нет, были определенные увлечения. Ну, странно, Нет как- такого, что ребенок Лиза, родился и сказал, Лиза, я буду космонавтом. Да. Лиза. Ну, как Нет бы такого. девочка стала увлекаться снегоходом, потому что он был у папы. Ну, что за чушь? Ну, естественно. Естественно, он, опять же, Да- выходил на ну, улицу, даже говорил, Паня хочешь летала, подожимать на тоже газ? у папы Хочу. был. Лиз, вы сами упоминали здесь своего брата. Это кто? Владимир. Старший брат Да. от первого брака, От да? первого брака. Ага. У вас с ним какие отношения? К сожалению, плохие. Вова всегда ко мне относился не очень хорошо. Хорошо, ну Даже вот есть детские фотографии, где ему дают меня маленькую подержать на руках, и у него взгляд, к сожалению, с отвращением. А папа плохой только для вас или для Вовы тоже? Ну, давайте спросим у Вовы. теперь можно Вову звать. Я не сяду с ним на один диван. С кем? С Вовой? Вовой. Ну, он с папой вот там сядет. Я не могу уже. Я не хочу с ними рядом находиться. Но он вот там от папы далеко от Я вас не сядет. хочу с ними вместе рядом находиться. Почему? Потому что я их боюсь. Мне брат, который сейчас стоит там, обещал, что я зубами чесать асфальт буду. Ну, хотите, сядьте на мое кресло. Хотите, пожалуйста, я постою, мне не сложно. Ты сейчас серьезно? Ну, а что я могу? Ну, хорошо. Я не буду сидеть рядом с ними. Иди отсюда. Хорошо, я уйду. Давайте Володю позовем, спросим, почему она так его боится. Здравствуйте. Ну, Лизы нету, да? Ну, ушла. Так было интересно. По поводу фотографии, то, что я там к ней плохо относился. Если я помню правильно, фотография мне было 16 лет тогда, она только родилась. Ее дали обкаканную мне на фотографии. Ну, типа, чтобы я ей попу помыл. Но в 16 лет у меня не было особого желания, чтобы кому-то попу мыть. И вот это фотографировали меня в этот момент, и как бы считают, что я ее там плохо к ней относился. Вот. По поводу... Так она сейчас убежала из студии, потому что она боится, что вы будете ее елозить зубами об Да, я асфальт. обещал ей то, что ей при встрече я отдам хорошую пощечину за ее слова. За какие? Ну, когда она сказала, что вот этот человек ей абсолютно не нужен, и то, что она с ним вообще мучилась 20 лет, и теперь ей пора теперь мне помучиться. Чтобы вы понимали, в тот момент я ехал... Она не в психиатрической больнице лежала, а на наркологической. Это мы и поняли. я ехал оттуда его забирать. Когда расстались ваша мама с папой? Я пошел в 5 класс, это получается... Ну то есть вы все-таки маленьким были еще. Да, ну в 5 класс я пошел. И папа остался в вашей жизни? Ну, он остался, и все, он оттуда не выходил. То есть он
как бы... То Я есть с ним они всегда с мамой общался. разошлись, Да, а с вами он не расходился? да. А вот можете объяснить мне, пожалуйста, почему дочь против него так настроена? Влияние мамы. 90% времени дочь проводила с мамой. Отца не было в доме, ну, в светлое время, так скажем, суток, потому что он был на работе. То есть он в 24/7, он всегда был в работе. По поводу снегоходов, квадроциклов, машин, то есть постоянное обновление парка автомобиля, да, отец зарабатывал и мог себе это позволить. А чем зарабатывал отец? На работе работал. Кем? Ну, в ГАИ работал долгое время. Потом работал в финансовой организации. Вов, а почему отец тогда с тобой сейчас не живет? Почему он живет с Сергеем? А как ты себе представляешь? То есть у меня отец будет жить в моей квартире с моими детьми вместе, да? Они будут спать все на детской кроватке? Давай. Вов, сколько у тебя детей? 3. В чем его проблема сейчас, чтобы он жил у тебя? Подожди. Твой любимый папа. Подожди. Твой и так любимый Подожди, папа. стоп. Он также и твой папа, раз. А не только мой. Твой папа тебя бил? Он и тебя ни разу не бил. Он бил маму. Бил маму? Да. Ну да. Павел, вы жену били? Да не бил же, был один раз. Один? Я лежал на диване, вот так руки сложили. Она что замахнулась, сама ударилась, честно. Сама ударилась кулаком об кулак. Дочке руки выкручивали? Нет, не выкручивал. Я мог схватить за руку ее. Но у меня сильные руки. Мог неудачно схватить. Лиз, можно вам вопрос задать, который совсем не касается того, о чем мы сейчас говорим? Вы когда-нибудь с мамой говорили о ее выборе? Почему она вашего папу выбрала в качестве партнера по жизни? Да. И что она сказала? Она хотела семью. Если ваша мама сделала этот выбор тогда, значит, что-то в нем было все-таки в вашем папе? Никто не отрицает. Подождите, человек не приходит и не знакомится таким образом, что «Привет, я алкоголик, через время я начну тебя бить, и я сделаю твою жизнь адом». Так не делают. Она говорит, что так не бывает. Мама стала с ним жить, влюбилась, а дальше по нарастающей становилось хуже. Как я вас поняла. Правильно я вас поняла? Да. Я не могу понять одного. Вот он плохой человек? Плохой. Наверное. А я хороший, что ли? Я Нет. думаю, что он неплохой, он просто алкоголик. Тоже. Вот и все. И что? Ну, вот так И случилось. что? Он должен лишиться всего, что у него Ну, было, вот так что ли? бывает, что алкоголики отравляют жизнь всем вокруг, и в итоге оказываются на помойке. Нет. Что? Главное, чтобы сегодня зал не разделился на мужчин и женщин, потому что я понимаю, что не все поддерживают одну сторону, не все другую сторону поддерживают. Однако у нас сегодня, как бы там ни была сложная семейная обстановка, но речь идет о разделе имущества. Все мы знаем, что все имущество, которое нажито в семье, оно является совместно нажитым и должно быть разделено пополам. Он квартиру передал по брачному договору, по своей ошибке, Так может он быть, же не находясь в заявил. каком-то... Слушайте, мы сейчас что обсуждаем, Павел? Да. Есть срок. Исковой давности, да. Ну так Да, о но чем мы есть, это обсуждаем? Он же не заявил свои претензии. Почему? Я так понимаю, что он заявляет, ему негде жить. Здесь самое основное, что Подождите, человеку 3 негде года жить. прошло, никто не заявил. Ну и что? Есть такой порядок, как восстановление процессуальных сроков. Понимаете, да? Ну, пусть То есть, подает. конечно. Я вам говорю, что если вы считаете, что вы с имеете ним право на нечестно раздел поступили, имущества, что да. да, с вами нечестно поступили, вы имеете право подать в суд на восстановление на восстановление срока и попытаться разделить то имущество, которое вы считаете, что оно является совместно нажитым. Лиз, вы знаете, что такое родительское послание? Поясните, пожалуйста. Это та модель отношений, которые выстраивают ваши родители между собой, и вы это считываете и потом повторяете. Вот у вас очень скверное родительское послание с 2 сторон. Не только со стороны Ну, отца, чтобы у вас со брака стороны такого же матери не было. тоже, которая всегда вмешивала вас в разборки. Сейчас, когда вы сидите здесь, ненавидите отца, чем это закончится? Вы выйдете замуж, вы родите детей. Чем это закончится? Если вы сейчас об этом не задумаетесь, если вы не сделаете дистанцию от папы, ладно, от мамы тоже. Лиз,
Вы просто маленький ребенок, понимаете? У меня включилась просто материнская, честно. Я понимаю, что вы в этой студии сказали много глупостей, я вам честно говорю. Но я не могла за вас не заступиться. На самом деле у вас действительно есть родительское послание от матери «Все мужики козлы». Все. И брат, и отец, и Сергей. Понимаете? Да. И это очень, на самом деле, плохо. У вас пример классической Вообще. дисфункциональной семьи. Абсолютно. Вы абсолютно все дисфункциональные. Вся наша жизнь является результатом наших действий и бездействия. Павел, вы сами сделали свою жизнь такой, и сейчас, собственно, пытаетесь решить эту проблему. Браво. Но решить ее можно сейчас только по суду. Обращусь к Лизе. Вот до 18 лет вы выросли, то есть вообще ничего хорошего про отца сказать нельзя. Не могу. Но в данном случае мне вас только жаль. Вы 20 лет терпели, а ваш отец просто 20 лет своей жизни потратил не туда. Поздравляю вас. Я тоже понимаю, что здесь вот сломанная модель. И мама, она не приехала на эту программу и кинула на программу свою 20-летнюю дочку со сломанной психикой. И здесь сидят 3 взрослых мужчины, маленькая девочка и мы, которые еще на нее нападаем. Лиз, ты большая молодец. Беги от мамы тоже. Ты не должна ненавидеть своего отца. Прости его. Вы Прости. не понимаете, что это невозможно. Это возможно, Лиза, это нужно отпустить. Чтобы тебе самой стало проще, чтобы тебе стало легче. Прости его. Мы же не говорим о том, что ты должна сейчас его полюбить, кинуться ему в объятия. Ты просто его прости. Мама твоя... Хорошо, я его подлым простила, лишь бы он образом. не трогал меня, маму и то, что нас касается. Мама твоя, я бы никогда так не сделала. И полстудии подлым образом отправила тебя на эту программу, а сама спряталась за свою болезнь и осталась дома. Ты сейчас в той точке находишься, когда еще хоть что-то можно исправить. Дальше хуже. Займись собой. Отношения мамы и папы, как мужчины и женщины, это не твои отношения. Поэтому пойди к специалисту только для того, чтобы потом твоя жизнь не стала калькой, копиркой отношений твоих родителей. Понимаешь? Ты хочешь так же? Я сильно сомневаюсь. И не плачь. Что посеешь, то и пожнешь. Дочка ненавидит. Это все сделал ты своими собственными руками. Ты обнулил себя в этой жизни. А страдают дети. Такого никогда не было. Прям до слез. Нельзя так с детьми, это же ребенок, он не может дать отпор. Был обнаружен истерзанный, изувеченный родителями мальчик-призрак. Прятали этого ребенка, чтобы его никто не увидел? В диване. Оставить семье второго и 2 родителей не взять под арест. Чистота, порядок, питание, то есть в принципе все внешне хорошо. Ребенка по-прежнему истязали бы, если бы соседка не вызвала полицию. Потому что гулянки, пьянки, громкая музыка. Мать его била палкой и резала руки. Захотел кушать, попросил еды. То есть дома еды вообще никакой не было? Все, я незамедлительно вызвала полицию, так никто и не приехал. Налицо укрывательство преступлений. Там весь город сажать надо. Весь. Почему прошло полгода, и никто так и не среагировал? И это знает Дарья, знакомая отчима мальчика. Давайте ее позовем и спросим, что ж там такое происходит у них.